9:08. Что-то многовато. Я сегодня поспал. Ну, зато вроде выспался. О, небо-то чистое. Шикарно. Велик стоит. А то вчера у меня немного по-другому стоял. Спать, да когда уже начал ложиться, эта туча дошла, такой ураган пошел. И, короче, велик упал. Пришлось вставать в этот ветродуй. Его немного вот так вот переставлять. Ну и так, дождик немного сбрызнул. Особо да и не было даже дождя. Ну ладно, что, вставать надо. В теньке хорошо тут. Не так жарко. Надо, кстати, погоду глянуть. Тут интернет хороший, хоть что сегодня за погода будет. Сегодня будем заправляться алтайской говядиной. Вот, тут написано сила или что? SLLLA. Но буква R, или типа знак качества должен быть. Ни разу такую не пробовал. 263 рубля она стоит. Сверху прямо жирок. Чем-то напоминает ермолинскую тушенку. Там также у них сверху жирок. Но ермолинская вкусная. Но она и стоит тоже рублей 200. Кукушка, кукушка. Да, тут такой концерт птичек был с утра особенно. Поют так хорошо. Вчера посидел так, ну, 2 чашки кофе выпил. В общем, наелся, напился. Печеньек даже, без всяких тушенок. Сегодня будем чайком баловаться. Да, гречка с чайком очень хорошо заходит. А ничего такая. Прямо совсем ничего, пойдет. Свою цену оправдывает, да. Ну попробуем, что это за алтайская такая тушенка. Ну да, реально вот прямо мясо. Ну, пойдет, нормально. И неплохая, и не хорошая. И не сказать, что прямо вау. Пойдет, нормально. За свою цену как надо. Сегодня обещают, ну, теплый день. Посмотрел по интернету, 27 градусов пик жары будет. Да, я думаю, наверное, надо сегодня в рубашке ехать. Отдохнуть, рукам дать. То реально вчера аж эти водные пузыри появились. Ну, сегодня спал немного, вот. Ну, так неприятно было рукам. Так что сегодня в рубашке поедем. Ну и думаю, полностью в шортах ехать. Надо, чтобы по очереди руки и ноги загорали. Вот. Да, так и сделаем. Ну ладно, что, кушаем, собираемся. И в путь дорогу. Надеюсь, сегодня такой ветер не будет безумный, как вчера. А то реально что-то прямо вот проснулся, ну ноги прямо что-то как-то это чувствуется вчерашняя нагрузка против ветра. Даже не против ветра, а против бокового ветра. Это тоже такая неприятная нагрузка для ног. Ладно, что ныть. Ноги уже почти привыкли. Просто надо, может, потише ехать. А то я еду прямо, ну, с тяжелым каденсом. Не быстро, можно быстро ехать. Часто крутить легким каденсом. Тогда, может, ноги не будут уставать. Но у тебя будут эти
суставы больше работают. Тук-тук-тук-тук, туда-сюда, туда-сюда. Вот и что лучше, либо чтобы мышцы работали, либо чтобы суставы чаще работали. Надо поймать золотую середину. Да, солнце уже хорошо припекает. Хорошо, что его здесь нет. Ну, в теньке от берез. Так бы я уже запарился. И комары, конечно. Куда же без вас. Да. Да, вкусняшка. Пойдет, пойдет. Я даже гречку сюда ел. У меня ни разу такого не было, чтобы я гречку за раз уседал. Ну, хлеба нету, то что-то прямо так проснулся, есть охота. Что вчера перед сном, да, только 2 кофе выпил с печеньками. Так что гречка сразу вся ушла. Ну, зато вроде наелся, ладно. Ну ладно, у нас чаек с печеньками. И в путь дорогу собираться пора. Все, собрался. Еле готов. Пойдем прямо так. Решил сразу же переодеться. Ветер дует, как бы особо комары не надоедали. Так что рискнем. Хотя нежелательно, конечно, так. Лучше в штанах выходить, потому что могут быть клещи. Но ничего, сейчас быстро-быстро пройдем до трассы. Сразу осмотримся на клещей. И поехали, все. Ну все, наконец-то выехали с небольшого логова комаров. Бывало комаров и больше. Ну все, сегодня будут у меня ноги загорать, а руки отдыхать. Отличный солнечный денек, на небе не облачко. И ветер пока не лютует. Но хотя непонятно, куда он еще дует. Вроде как сегодня тоже боковой был. Ну, когда я из палатки выходил, смотрел по кустам, куда дует. Если не ошибаюсь, впереди город Чулым. Ну, через километров 15. В общем, будем в него заезжать. Вчера почти... Надо все равно закупиться. Воды практически нету. Ну, может, литра 1,5 воды осталось. Ну, для меня это уже практически нету. Так сегодня такая жара будет, вода будет уходить только так. Кстати, в жару хорошо пить минералку. Да, надо будет взять минералочки сегодня вместо газировки, вместо этой кока-колы. Кола, да, вкусная, ее пьешь, а потом опять пить охота. Так что возьмем сегодня какой-нибудь минералочки. Ну и за одним, как это, на воде сэкономим. Ну, выехал я в 11 по местному. Минут 10 назад где-то. 24,7 показывает. Но сегодня такой самый теплый денек будет из всего путешествия. За 2 с лишним недели. Так что замечательно. Люблю, когда тепло. Шикарно. О, что это? Большие габариты. Большая ширина. Этот еще обгоняет. О, что везет, турбину какую-то. Вот и Чулым. 3 километра осталось. Если поднажать, можно и сегодня к Новосибирску подъехать. Что там, 125 осталось. Ну, Чулым, погнали. Я смотрел вчера по карте этот Чулым. Мы его почти весь проедем. Там потом через железную дорогу будем проезжать. Ну, в общем, посмотрим Чулым. Вот трубу кладут. К асфальту подвели. Перекапывать, значит, будут. А вот и железка. Ну и, собственно, Чулым. Вон там дальше.
Чулым. Вот и приехали. Ну что, осталось магаз найти. Вот они, чулымские дороги. Пазик скачет на кочках этих. Ну это же не главное, вот главное. Вот да, вот там железка идет, нам надо к железке, через железку. Либо до железки магазины появятся. Заброшка. Поселяйся, доживи. О, какой сруб. Да, кого-то и магаз, походу. Ну, это автосервис. Магазин у дома. Хозяйственные товары для дома. Да, такой обычный магазинчик. Наша женщина подсказала, говорит, там есть магазины впереди. Монетка, пятерочка. Монетка даже есть. Я уже думал, монетки здесь нет. Предприятие какое-то. Производят что-то. О, какая бандура. Значит, работа есть тут. Ну и то, наверное, железная дорога что-нибудь связано. Производство. Красивые лужайки, цветочки. Ну и что такое Чулым? Вот колонка. Ну, этого рычажка нету. Да, воды надо сегодня будет по полной заправляться. А тут рычажок есть. Ну-ка. А ну-ка, ну-ка. Проверим-ка. И вроде натоптано. Да ладно, течет. Супер. Просто великолепно. Ну, сейчас я вот эту всю воду выпью, потому что... Ну как выпью, сколько залезет. И холодную нальем. Потому что холодную не надо пить. А эта вода уже нормальная. Согретая. А вот и человейники пошли. Там аж 4-этажный, а не 3-этажный. Да, 2-3-этажные дома, одноэтажные. Да, вода ничего такая, пойдет. Ну, немного этой ржавчины отдает, потому что, ну, по трубе идет что-то. Ничего удивительного. Так, ну что, где магазин-то? Вот есть продуктовый. Мне нужна пятерочка, монетка и прочее. Вот уже железная дорога. Что едем. Вот тут какие 2-этажки. Вот по-любому раньше здесь обычные деревянные дома стояли. Вон огороды еще свои стоят. Как они интересно делят, чей огород. А вот и монетка. Супер. Ну ладно, монетку заедем. Давно там не был. Я вообще удивлен, что она тут есть. Монетка и до сюда. Потому что это же как это наша уральская компания. Вроде, если я не ошибаюсь. Чучхела с грецким орехом. Это типа восточная сладость. Ну что, взял хлеб. Вот эту орскую говядину. Я запомнил Орск. Вот она прямо реально вкусная. И он что взял? Тан Руденский. Я его брал в Казахстане, помню. Он, кстати, точно такой же. Ну да, тут все так же по-казахски написано. Да, первый язык казахский, а русский уже вторым идет. Так что сейчас на трассу выйду, буду там пить. И вот такие сладкие булочки две взял. Взял зажигалку, монетка на всякий случай. Потому что та уже может в любое время закончиться. Да и пускай будет 2 лучше зажигалки. Ну все, ладно, грузимся и едем дальше. Все дела сделали. 500 рублей как не бывало. Отправляемся дальше. Но я прямо в предвкушении тан попить. Я сейчас на трассу выеду, остановлюсь, его буду хлебать. Он как раз чуть подогреется, он прямо из холодильника холодный.
Тан, это хорошо. Я помню, прямо балдел от него в Казахстане. Офигенная штука. Так, ну все, мы сейчас тут это прямо-прямо, потом направо, через железную дорогу и по асфальту на трассу. О, берлога. Медведь нарисован. Медведь с кружкой пива. Ну это да, пивнушка. Сейчас смотрел, как ехать-то. Оказывается, у меня просто не прогрузилось. Там реально дальше вот ну, туда если ехать, там монетка, там пятерочки, там магниты. В общем, полный набор всех этих магазинов. Ну, хорошо то, что монетка первая попалась. Вот взял этот Тан Руденский. Потому что пятерочки такой не продается почему-то. Да и в магните вроде он не продается. Там есть какие-то аналоги. Вот это прямо казахстанский, да, который я взял. О, сирень цветет. Красота. Запашок-то какой от сирени. Вот тут железнодорожная станция. Вокзал, значит. Что-то едет. Все стоят, ждут. Ну и все, никого нету. Конечно, нельзя так делать. Ну что, нет никого, стоять, ждать что ли? О, да, что-то там впереди есть. Да я еще 10 раз успею туда-сюда съездить. Комфортабельная электричка это проехала. Ну, видно, там были кресла, как на самолетах. 1948. Это здание тут появилось. Ну и вот этот асфальт вроде уже прямиком на трассу ведет. А тут тракторист, наверное, живет. Так, ну где-нибудь здесь сейчас и встанем. А вот. Ну так, да можно и до остановки доехать. Что тут она, вон. Недалеко. Ну что, поехали. О, шикарно как. О да, тот же самый вкус. Круто. Эти безумные комары даже тут достают. На остановке вроде такой ветер, как они здесь оказались? Комары кругом. Да. Это же что, по сути, камыш растет ведь. И он так выглядит, будто что-то засеяно, пшеница, типа, или там, ну, такое, рожь, хлеб, короче, будто бы засеяно. Это же все вроде как это, правильно, да камыш называется. Камыш это вот не вот эти черные трубочки, колбаски. Он по-другому называется, а вот реально камыш, вот он. Вроде бы так, если я не ошибаюсь, конечно. Я еще так тут подумал, а что в Новосибирске может не квартиру снимать, а отель снять, да и все, гостиницу. Там может даже и подешевле будет, не 2 косаря платить. Ты что это 2 косаря? 4, ну я хочу 2 дня реально отдохнуть. Вот мне хватает 2 дня, чтобы отдохнуть. За 4 косаря я готов в палатке, если что, отдыхать. Фига себе, 4 косаря можно чуть ли не неделю ехать, если экономно. Если без всяких газировок там, всяких таких. Вот помню, за косарь можно было какую-нибудь даже гостиницу взять. Но это когда было-то? Ну сейчас 1,5 может. Ну окей, там 3 косаря я за 2 дня готов отдать, если что. Ну не 4.
А какое местечко-то? Можно и здесь было заночевать. Река Чулым. Да, вода темная. Да, торфянистая, болотистая. Вот так, ничего там. Широкая речка-то. Ну, наконец-то речки пошли, а то реально по плоскочу этому ехали, вообще никаких рек не было. Ох, скоро ведь горы пойдут алтайские, я уже прямо в предвкушении. Такие там виды будут. Столько рек должно быть. А тут новые города появились. Кемерово и Томск. А вот где столица кабинетов. Кабинет нам. Километр туда. Там, наверное, много кабинетов. Вот это типа, наверное, метеостанция какая-то. Направление ветра показывает, скорость ветра. И, видимо, данные собирает, показывает, что куда, откуда дует. И температуру, скорее всего, тоже. Тут, походу, газопровод ведут. Так, а у нас тут опять секты. Вчера же их проезжали. Снова секты. Ну, 8 километров. Это другие секты. Думаю, пора не купаться, а умываться. Надо умыться, да. Хотя тут такая глубина, можно вообще залезть и искупаться. Такая водичка прохладная. Ну ладно, на умывание пойдет. Если честно, охота залезть и искупаться. Но не буду. А вот он, новый райончик, Коченевский. В общем, не удержался там, вот, где лужа это была. По колени намочил водой все. А сейчас ноги прямо это... Прохлада такая, прямо хорошо. Пойдет, пойдет. Ну, хоть наполовину, можно сказать, искупался. Вот какие болотца. Видимо, щучку гоняют. Сидят вон. Рыбные места, видать. Ну да, тут такие озерки. Это и вовсе не болото. Мини-озерки. Вон сидят, вон. Это на поплавок вроде ловят. Мне нравится на спиннинг щучку ловить. Там хотя бы бегаешь, ходишь постоянно. Что-то делают. Табличку ставят новую. Это река-канал, вот где там рыбаки сидели. Так что это, да, не болото никакое, а целая река. Вон товарничок идет. О, какой длинный-то. Конца и края не видать. Он из того леса. А вот только конец появился. Реально такой длинный. До Новосибирска 85. Меньше сотки.
Здесь Новосибирск 102. Там было 84 вроде. Вот так вот таблички разнятся. И кому верить? Обочина закончилась. Ну, еще вот маленький кусочек тут есть. Чтоб я мог за полоской ехать. В общем, стоял там в теньке. Велик так поставил, он у него упал, руль так свернулся. И оборвался все-таки провод. Ё-моё, блин. Вот теперь мы без велокомпьютера. Еще надо будет как-то это соединять эти два проводка. Ой, капец, ну что-нибудь-то произойдет, а? Еще ведь упал, он как-то вот так вот перевернулся руль. Ну капец, да я сам виноват, поставил под уклон. Да. Ну что сейчас, может, вон до того тенька дойду, да там попробую что-нибудь сделать. Изолента-то есть, в принципе, ножик есть, можно как-то примастырить. Ну что, подготовил провода, осталось их соединить. Ну что, у меня, можно сказать, есть опыт в таком деле. У меня раньше был интернет-кабель прямо по полу проведен, и он постоянно там рвался, потому что по нему бывало ходил, и часто его надо было вот так вот штопать. Там сидишь в игру играешь, раз интернет отрубило, ну все понятно, кабель опять что-то, либо кто-то пройдется по кабелю. Ну, в общем, все, соединяем, что, черный-красный, черный-красный. Но по логике вещей должно заработать. Ладно, хоть не здесь оборвало, а вот здесь. Вот этот закрепил. Смотрю, не работает, и все. Давай щупать кабель. В итоге вот здесь еще слабое место. Его очень сильно растянуло. В общем, еще в одном месте будем латать. Ну, я так по проводу веду. Тут прямо так тонко-тонко. В двух местах, значит, он. Тут порвался, а тут и растянулся. И внутри они тоже разорвались, значит. А то я его делаю. Он меня там под 100 километров показывает. Максимальная скорость 169. Ну, в общем, готово. Вроде все работает. Надеюсь, километраж правильно будет показывать. Работает, и хорошо. Что за приключения с этим велокомпьютером второй день? Да. Видимо, что-то меня задерживает, чтобы я к Новосибирску сегодня рано не подъезжал. Ну, и что, минут 40 потратил, наверное, на это все дело. Ну ладно, что. Ну я уже, 60 проехал. Я планировал 110 сегодня проехать, чтобы за километров за 15 перед Новосибирском остановиться где-нибудь в лесочке. Ну что, полтинник еще. Вот, можно по километражам этим сравнить, правильно? Нет, показывает. 59,92 было. Ну и до следующего посмотрим. Да, тут столбики, да не каждый километр же идут. Вон байкер проехал, руку поднял, козу показал, и я ему также в ответ. Без бибиков. Жестами поприветствовали друг друга. Ну да, примерно, что так и показывает. В принципе, а что сбиваться ему, если провода восстановил, он так и будет показывать, как и показывал. Это его просто там за проводку задел, его, видать, коротнуло что-то. Под 168 километров в час показал. Ну да, они через каждые 2 километра выходят. Ну да, примерно так же показывает нормально. Там что-то 92 было. Ну, можно, конечно, по навигатору посмотреть, как ты едешь, с какой скоростью. Да не, примерно правильно все показывает. Зато узнали эти столбики через каждые 2 километра.
О, ничего себе, там пикапчик везет. Такую бочку. Да, наверное, устаешь так всю смену ездить боком. Он же как наклонен. Вот еще один сенокос. А зато травой да пахнет как свежесрубленной, свежевыкошенной. Да, тут главное на тракторе не засмотреться и в болото не улететь. Здесь, походу, до двухполосной дороги доехали. Ну, потому что, что, до Новосиба полтинник остался, может, даже меньше. Ну и как бывает, перед областным городом начинается вот такая дорога. И, походу, мы до нее доехали. Это хорошо. Ну вот она пошла. О, сейчас простор пойдет. Хоть можно спокойно ехать. Вот обочина хорошая пошла. Дорога, плита пошла. Ну, если верить табличке, то 77 километров до Новосиба. Ну, опять, это может быть и неправда. Это докуда 77? До начала города, до центра города? Тоже непонятно. Росавтодор. Федеральное дорожное агентство. Ну, это мы у лесной полянки. Да, лесная полянка. Ну все. Да, полянку мне нечем накрывать, я что-то забыл взять. В монетку до сегодня заходил. Это реально, я ничего такого не взял. Я взял 2 булочки и все. Ну, вот этот там взял. Как бы есть неохота. Но я думаю, может это, в кафешку заехать, супчика поесть. Только супчика. Остальное там это дорого все будет. За ними посмотреть, что по цене выйдет. Я думаю, наверное, суп рублей 150 стоит, может 100. Ну, короче, за суп 150 рублей я готов подать, если честно. Да, я уже проверяю остановки. Видно то, что недавно покрашена была, еще не высохла. Белобородово. Придорожный комплекс. Вилка, ложка, нож. Вот что меня интересует. Еще и поворот куда-то. А, ну вон уже здание видно. Ну, заедем, супчика навернем. Раз я сегодня в монетке ничего не взял с собой. О, какой там билборд светящийся. Кафе, душ, он рекламирует мотель, все дела. Ну ладно, ладно, заедем. Посмотрим на ваше кафе. Что вы нам там предложите? Да, еще и на горочку пришлось забираться, блин. Вон такая развязка. А че, где ваше кафе? Ну, если дальнобойщики стоят, значит нормально. Обычно дальнобои стоят там, где... Бляха-муха. Где нормально готовят. Все, умылся, взял борщ. Такая столовая. Вон большая. Пельчик стоит, отсюда видно. Ай, сирень. Люблю запах сирени вообще, обожаю просто. Как вкусно пахнет. Ну что, супчика поел, 3 куска хлеба, майонез, суп. Что-то 184 рубля. В принципе, пойдет нормально. Я даже думал, может, подороже будет. Да, если что, вот так в кафешке реально суп можно заезжать кушать. Там солянка вообще что-то 130 стоила. Так что пойдет нормалек. Здесь можно машину заправить электричеством. Тесла, интересно, подойдет разъем к Тесле? Я сейчас в зеркало-то посмотрелся. У меня вот, ну вот здесь вот такой след от очков.
Да, что-то неравномерно я загораю. Прям такой выраженный след. Видно, не видно, интересно. А вот здесь. Ну, иногда надо в солнечную погоду без очков ехать, чтобы хотя бы равномерно загорело лицо-то. Ну все, вон она, трасса. Едем, едем, едем. А тут можно проехать через Коченево. Оно даже немного поближе будет. Это прямо буквально параллельно вот этой трассе пойдет. Там вообще никакой разницы нету. Ну, мне даже кажется, поближе будет. Ну, зато потише будет. Проедем через Коченево это. Ну, вот оно и Коченево. Хоть какое-то разнообразие. Трасса вон слева прямо идет. Дорога параллельная. Зато тишина здесь. Хорошо так. Машин нету. Что это мы там сзади где-то он трактор меня догоняет. Сколько было возможности эту бутылку выкинуть? Нет, я ее с собой везу. А тут газпромовская заправка. В общем, не удержался, заехал за лимонадом. Холодненький, вот такой взял. Илинская лимонады. Вкус малины, карамели. Там как раз сейчас будет остановка. Посижу, попью, посмакую. Этот циферблат стоит, но не работает. Тут пост ГАИ раньше был. Че, куда встать на остановку? Она опять может быть крашеная. Если лавки нету, так прочен. Возле поста ГАИ. О, даже табличка осталась. Контрольный пост милиции. О. Сейчас сидел на остановке, посмотрел карту, где и что, нахожусь я. Ну что, к Новосибирску я довольно-таки близко уже подъехал. Присмотрел себе там одно местечко через 11 километров. Ну, относительно более-менее, где вроде нормально. Ну, там будет съезд. И вот, ну, поля какие-то. Ну, в общем, это возле поля будем ночевать, если что. Через 11 километров. Потому что я там дальше посмотрел, там все. Новосибирск начинается уже. Аэропорт рядом. Эти самые, какие всякие деревушки, пригороды. Ну, в общем, 11 километров. Ну, уже 10, наверное. Я 102 проехал. Ну, будет 110 километров. Че, нормалек. О, это явно картофан растет тут. О, грядки какие окученные. Вот эта машина, наверное, так делает. И садит сразу по-любому. Ну да, вон человек сидит, вон. Кидает, наверное, по картошке. Все, вот Новосибирск направо, а слева это написано было северный обход города Новосибирска. Ну, на Кемерово, на Томск, а мы направо. Сейчас там впереди будет, ну, если будем дальше все ехать, аэропорт. Ну, я хочу до аэропорта остановиться где-нибудь. Ну вот, которое я место приметил, оно уже где-то вот прямо здесь, надо его не проехать. Вот, в посадке в это спать, если что, будем. Вот это место. Надо искать место.
Ну тут что-то машина стоит, там дальше машина стоит. Ну, мы туда налево, если что, свернем. Вон тоже машина. Ну, наверное, любовными делами тут занимаются. А у нас тут другие дела. В этом году что-то, походу, ничего не сажали. С прошлого года все срублено. Ну, вот где-нибудь сейчас найдем местечко. Да, мусор, конечно. Можно и подальше проехать, посмотреть. Свое место найдем. Че, может, вот в эту посадочку в три березы зайти? Ну, как вариант. Туда схожу, посмотрю, погляжу, что там. Вроде там место ничего. Но все-таки я еще хочу дальше чуть проехать, посмотреть. Вон там впереди просто еще березы тоже есть. Да, сюда и пойдем. Нормальное место. Куда лучше, чем то. Ну, там тоже ничего было. Там вообще уж больно на виду совсем. Тут даже дорога есть туда. Видимо, техника ездила. Да, понимаю, что комары там сейчас кусаться будут. Они, в принципе, здесь уже вон немного донимают. А там полно комаров опять будет, по-любому. Так что надо штаны одевать. Хорошее местечко, ровное. Вот цветочки пошли. Что это за цветочки? Не знаю. Выглядят красиво. Ну что, тут и заночуем тогда. Что ходить искать? Нормальное место. Здесь палатку, главное ровно. Да, комары кусают, конечно. Ну, я думал, их больше будет. Ну, это пока их мало. Сейчас они там своим передадут то, что тут мясо с кровью пришло. Все прилетят. Все в округе сюда прилетят вот с этого места. Закуток такой березовый. То есть сюда так идти, там опять поле начинается. Ну ладно, что, располагаемся. Время 8 часов. В принципе, что, становились почти как обычно. Сколько проехали? Так, 25 градусов. Проехали 114,92. Ну, 115 километров. Апартаменты разложил. У меня там стул еще есть. Пень. Пенек. Вода греется. Я, собственно, за ножом ходил, да и за камерой. Это сегодня будем тушеночку пробовать. Мясной стандарт. Это я ее брал в Мария магазине. Ну вот там Орскую взял. Вот она прямо хорошая. Я в ней прямо уверен. Так, где она? Вот она. Сегодня брал, да. Вот эту я советую. Прикольно. Орск. Мясо как надо. И что-то меньше 200 рублей стоит по акции. А может 200, я уж не помню. Потом будем баловаться вот с такой штукой. Что-то я думал днем сегодня покушать. Так что-то и не собрался. Восточная сладость. Чучхела с грецким орехом. Это с чайком может быть. Вот эти булочки остались, которые я думал где-нибудь покушать. И в итоге, ладно, суп поели, заехали. Такой хлеб интересный взял. Но мне нравится, когда хлеб с этими зернами всякими, злаками. Прикольно, люблю такой. Да, и это, что у нас на ужин? Бич-пакет, консерва с бич-пакетом потом. Как раз пока бич-пакет будет развариваться, консерва согреется. Ну и все, завершим чайком. У нас сегодня выбор большой. Что можно поесть? Можно и булочки, а тут чучхелу. Так, ну ладно, надо эту тушенку открыть, а то что-то подозрительно булькает. Такая мне не нравится. Там одна жижа, наверное, только.
Ну, такое. Да, жижи много. Вот, вон, так и мясо даже есть. Ну, вроде неплохая. Она ее тоже на разогрев. Да, без этого никуда. Ну ладно, хоть не обжегся сильно. Вот это косяк, конечно. Она, в принципе, уже согрелась. Я не знаю, что я газ-то не выключил. Надо было банку сюда положить, да и все. Ну, такая, ничего, пойдет. Нормально. Да, газовую горелку надо чистить будет. Я уже не раз сюда капала. Так что она уже была грязная. Так надо было вначале положить. А зато это аромат как это, будто что-то жареное, там мясо какое-то. Вон, булькает. Да, такой вот денек у нас сегодня. Комску, Комску. К Новосибирску вообще вплотную подъехали. Завтра, ну что там, ну, километров 20, наверное, и все, я уже буду там где-то в городе, где дома будут, все такое. Вот вечерок такой. Денек сегодня отличный был. Ветер не докучал, в основном боковой да в спину. В общем, все хорошо. Местечко такое хорошее нашел. Ну что ж, кушаю. До завтра в Новосибирск отправляемся. Там же в Новосибирске академгородок какой-то еще есть. Типа ученые где там сидят. Я слышал тоже про него. Его бы посмотреть тоже. Там с Новосибирска же этот Жданов, профессор, тоже пропагандирует здоровый образ жизни, лечение глаз, его зарядка есть методика. Вот я его когда слышал, он все про свой этот академгородок рассказывал там в Новосибирске. Завтра увидимся, завтра ждет нас Новосибирск. И поиск отеля. Да, надо найти отель, я думаю. Либо хостел. Ну я так мельком глянул, хостел можно вообще за 1000 найти. Ну там опять будет как в казарме, там койка на койке, куча народу, наверное. А вот если бы найти одноместный, чтобы никого не было, да и пофиг то, что душ там где-нибудь будет в другом месте, туалет, это недолго сходить. Ну, в общем, пока в раздумьях, тут интернет должен быть. Вот сейчас покушаю, на этом пне очень удобно сидеть. Да, в интернет зайду, по карте погляжу. В общем, по той же методике, как я раньше искал. Просто в Google карте смотрел, где отели. Там и номер телефона есть, и отзывы, и все, и все. И просто туда подъезжал и как бы перед фактом ставил, есть ли место или нет. Если есть, все, останавливался. И как бы это всегда все срабатывало. Ну все, на этом все. Пока, до завтра.